Представители знака зодиака Дева, приветствую вас, мои дорогие, на канале Астро Испирационе. Прогноз Таро на будущее. Что или кто появится неожиданно, что случится, что произойдет до конца февраля, но с 20 числа, то есть последняя как бы декада, ну чуть больше недели, а я бы сказала до 3 марта, потому что коридор затмений. Вот давайте узнаем, так что же там случится? Какие грядущие события идут на ваш порог, в вашу жизнь? И что будет дальше? Что будет для вас в ближайшее время, в ближайшем будущем? Рассмотрим выпавшие карты с позиции позитивной психологии и позитивного мышления. Жизнь не бывает полностью предсказуема, и, возможно, для кого-то это будет неожиданная информация, которую вы услышите. Или у нас как глаза откроются на что-то. Знаете, время, основное время или тенденции в это время за счет коридора затмения, это как кульминация каких-то событий. И когда мы себе задаем вопрос, ну хорошо, а дальше-то что, да? А что будет дальше? Куда я иду? События, которые происходят в этот период, они не случайны. Либо люди появляются, либо новости, которые мы слышим, они нам помогают выбрать правильный фарватер наших каких-то приоритетов. Вот давайте мы, дойдя, кстати, до вашего знака зодиака, ведь я уже сделала 5 видео, но я вот именно на вашем знаке зодиака подумала, почему бы и нет. Мы достаем 3 карты как знаки судьбы, и вот давайте немножко видоизменим. Вы очень мудрые люди, вы как раз аналитики, мои дорогие девы. Мы достанем 3 карты, как 3 подсказки, без вопросов. Но кто-то может просто прослушать, да, первый знак судьбы, второй знак судьбы, что случится, что произойдет, или вот эти неожиданности, и третий знак судьбы. Но и я бы сказала, было бы неплохо, ну, вот так немножко усложнить. Ну, так абстрактно усложнить. Выберите либо по сферам жизни, либо интересующую вашу какую-то тему, которую вы вот как вопрос, проблема, то, что вы хотите разрешить. Каким образом, да, вот разгадайте или загадайте, точнее, на один из 3 вариантов или вот эти все 3, может быть, даже где-то, ну и по срокам, насколько быстро пройдет решение вашего вопроса. И мы раскроем эти карты, увидим, что они нам скажут, на что обратить внимание. Или, может быть, это как в какой сфере жизни будут касаться последующие перемены. У нас время перемен, в котором мы живем. Но и тем не менее по сферам жизни мы тоже достанем основные тенденции для вашего знака зодиака. Но мы же все разные, правда? Поэтому, может быть, дополнительную подсказку, вот как знак судьбы в той или иной сфере жизни, для вас это будет дополнительная информация. Итак, что ждет вас в личной жизни? Что ждет в работе? Ну и финансы, что там ждет тоже. И вторая у нас колода ангелов-хранителей. А что будет дальше? Что будет продолжено? Может быть, и что прояснится, почему нет? Для чего вот это все было нужно? Достанем такую карту. И совет Таро, какой они дадут. В самом конце мы раскроем. Кому недостаточно времени, ставьте на паузу, но выбрать карту я бы рекомендовала. Тогда есть о чем поразмышлять. Итак, открываем первый знак судьбы. Ого, карта императора. Но это может быть и ваше значение такое, знаете, вы как император. Может быть, это от вас ждут, смотрят буквально на вас, равняются. Иногда это может быть банально, когда нам нужны какие-то важные согласования, встретиться с чиновниками, с высокопоставленными лицами, может быть, руководителем. У кого-то по личной жизни это тоже может быть дома такой император, почему нет? Который говорит, как делать, как не делать. Иногда в шутку я говорю, есть 2 мнения по императору, мое и неправильное. Может быть, это и вы отчасти хотите, для себя поставили какие-то планы, и можете или хотите их осуществить именно в том ключе, как вы это себе представляете. Конечно, карта будет говорить о том, что будь гибким императором. Гибкий император, он поставил цель, но понимает, есть 2 момента, на которые, ну, точно мы не влияем. Даже император. Людское мнение – раз, и какие-то обстоятельства внешние, которые тоже закручиваются в какой-то вихрь. Ну, хоть даже мы и ресурсны, но не на все мы можем влиять. Давайте мы спросим, с чем это связано. Но вообще у вас сильная позиция. Вот то, что вы, как сферу жизни. Ну, тут, конечно, по императору какие-то согласования, договоренности. У кого-то допускаю личная жизнь, вопросы детей.
По пажу пентаклей все равно тут буквально какая-то карта «еду, не еду» или «буду я в чем то участвовать или нет». Для кого-то процесс обучения. Но посмотрите, здесь у вас перспективы огромные. Мало что вы ресурсны, или вы можете достичь каких-то договоренностей. Может быть, для этого для вас будут необходимы дополнительные знания, но это может пажи- это вестники, которую, ну, как известие, информацию вы получаете. Более того, вас тут как боги поддерживают по шестерке пентаклей. Конечно, эта карта, кстати, финансового успеха, поэтому для кого-то решение финансовой может быть ситуации, но это в целом карта благополучия и баланса. Поэтому договариваться-то точно придется. Даже, может быть, с персонами влиятельными. Может быть, это вам придется, мои дорогие девы, быть среди такой общности людей, которая вам немножко непривычна. Это те люди, которые, ну, как императоры, они очень ресурсные. У них много ресурсов, как и в руках, может быть, это один человек. И вот правильные такие приоритеты для себя пересмотреть. Но по этой карте здесь буквально возможность заработать деньги, получить какой-то эквивалент. По сути дела, исполнение желания. Поэтому вот что вы тут загадали? Здесь явно какой-то прогресс со знаком плюс. Второй знак судьбы. Да, это, наверное, у кого-то может быть, как одно единое целое, или когда вы решаете одну тему, открываются другие, как врата волшебные. Иногда по восьмерке жезлов я говорю, это карта доброй трансформации, но тоже, опять же, информационный поток. Иногда буквально мы получаем какое-то известие, и нам будет необходимо куда-то поехать. И не упустить времени, потому что это буквально быстро, не без долгих каких-то сборов. Вот буквально подпоясался, пошел или поехал. Для кого-то из вас работа будет, много информации, которую вам придется фильтровать. Но чаще это карта скорости, как будто пора выруливать на обгон. Вот для вас это может означать тот период, что вы тут загадали, когда тут сами по себе добрые перемены, которые могут начинаться с информацией. Правда, мы не должны застрять. Карта прокрастинации, карта и иллюзорного успеха тоже. Поэтому, ну что сказать, если мы затянем как будто, да, какую-то историю или подумаем, ну вот завтра я разберусь, а завтра энергии не те, а завтра мы потеряли время. Здесь может быть и такой момент. У вас сильная позиция, мои дорогие. Это может создавать такую некоторую иллюзию, ведь это карта иллюзорного успеха, также есть такая трактовка, когда мы думаем, нет, я еще подожду, а завтра оно поменяется, а завтра оно может поменяться совсем не в том ключе, как вы это ожидали. Поэтому какое-то не, знаете, надо прекращать какое-то ожидание. Вообще, это карта вас самих. Королева Пентаклей, ну, может быть, и были какие-то иллюзии. Вот, кстати, у кого-то может проиграться в обратном варианте. Вы на кого-то надеялись, рассчитывали, или вы думали, что обстоятельства сложатся определенным образом. И вдруг по восьмерке жезлов вы понимаете, нет, все не так, тут надо что-то срочно переигрывать, и у вас это тоже опять же получится. Королева Пентаклей, ее сильная позиция в том, что она из какого-то бардака даже умеет порядок отстроить, организовать жизнь, что-то наладить, решить финансовые вопросы, вопросы дома, вопросы взаимоотношений. Поэтому здесь явный будет прогресс, как и по части взаимоотношений, любая сфера жизни. Или тот вопрос, когда, может быть, это касается ваших планов, документов или вашего продвижения, нового творчества. У кого-то и так, да, или как новой работы, или пусть это будут вопросы личной жизни, ну точно договориться можно. Но все же корректировать свои планы вам придется, будьте к этому готовы, такой знак судьбы. И третий, ну тут мне вообще нечего сказать, волшебно. Вообще, по сути дела, мы можем завершать наш расклад. Смотрите, девятка кубков, да, иногда я говорю, карта эгоиста. А почему? А потому что а все у меня хорошо, все у меня есть. И ничего мне, и никто мне не нужен, меня вот устраивает. Может быть, тут тот круг окружения, который есть на данный момент. Может быть, это какой-то финансовый эквивалент. Но вот так вот, подкрадываются перемены, потому что девятка- это число перемен. Здесь конкретно, скорее, эта карта больше материальная, прямо скажем, когда мы можем себе позволить отдых. Привести тело в порядок, кстати, побеспокоиться о самом себе. Но все же она настаивает быть внимательным к финансам.
Но какой-то еще знак, что это означает, это точно. Нельзя расслабиться. Вот вам, видимо, не расслабиться. И даже если вы решаете какую-то финансовую историю, да, ну вот такое может быть, то тут будут перемены, которые могут быть связаны, что кто-то с вами не соглашается. Вот иногда по рыцарю мечей проходят, я говорю, внезапные проверки или какая-то внезапная информация, которая нас очень быстро возвращает в реальность. Мы сами можем быть, знаете, с чем-то не согласны, правда, потому что тут что-то идет в противовес. Но точно так же это могут быть персоны. И я иногда говорю, это карта, знаете, как бунтаря без причины. Ну вот и такие люди могут быть. Вроде бы нирвана, бац тебе, кто-то начинает твою нирвану нарушать. А вообще что это или кто это? Но ведь эта карта всегда будет говорить об интеллекте. Нам что-то нужно передумать, точно передумать нужно, что-то переиграть, защищать самих себя. Ну, может быть, в какой-то третьей вот позиции, что вы загадали, вам тут нужно быть, как та кошка, которая гуляет сама по себе. Правда, перемены неизбежны. Девятка, дальше идет десятка. Мне нравится, как Колет Барон Рид, известный таролог и психолог, трактует десятку мечей. Изящное завершение. Поэтому тут рано расслабляться. Явно тут будет в каком-то контексте изящное завершение. То именно, что ну, может быть, вам противодействует, или то, что для вас как какая-то заноза или какой-то барьер. Вам придется это видоизменить. Может быть, с чем-то согласиться, что-то переиграть или обыграть как-то иначе, можно и так сказать. Но на 100%, как вот мы это себе представляли, так как будто вперед не пройдет, потому что есть определенно какой-то компонент или вопрос, который мы должны сказать: «Ну, прощай», вот буквально так, изящно завершить. Давайте узнаем, что ждет вас в личной жизни, а вы уже будете прикладывать. Вообще тут по четверке пентаклей надежность, уверенность, надежные тылы, якорь, мои дорогие, здесь все хорошо. Ага. Тут тоже нам тогда говорят, защищай себя. Смотрите, ну, личная жизнь– это ваша где-то личность. Здесь нельзя что-то проморгать. Семерка мечей нас всегда вынуждает быть внимательным. Причем к сумочкам, кошелькам, к паролям аккаунтов. Тут ваша личная безопасность, мои дорогие, имеет значение, безусловно. Поэтому нельзя что-то проморгать. И умеренность. Но, видимо, знаете, у кого-то может быть и могут быть, по крайней мере, такие мысли, что вы чему-то или кому-то не доверяете. А для кого-то из вас это именно сохранение отношений. И, может быть, семерка мечей, вы знаете, могут быть такие у вас сложные эмоции. Нет, ведь все карты, 3 карты будут говорить, это у вас какие-то сомнения. А тут нет почему и сомневаться. Тут как будто все стабильно. И здесь могут быть очень многие вопросы решены. Пусть это у кого-то вопросы недвижимости, у кого-то это деньги в вашей паре, или пусть вы один или одна. Нам тогда будет карта говорить, если у тебя был разочаровывающий период, когда ты уже теперь в людей не веришь, то баланс вот этот надо в собственной душе восстановить. Может быть, расширить границы общения, но при этом и видоизменить несколько себя в построении отношений с новыми людьми. Вот я такое допускаю. Понятно, и не замечтаться, но и не ждать с моря погоды. Ведь по этой карте мы ничего не предпринимаем. Баланс, он необходим, но баланс такой хитрый. Недаром у нас тут зажмурилась на один глаз, так прищурилась ведьмочка. Это колода Таро ведьмочек. Но даже если какая-то прежняя история была со знаком минус или были сложные отношения, вы поссорились, поругались, вот теперь можно помириться. Здесь для любого из вас мы себя, да, сохраняем, но все равно какие-то предпринимаем либо действия, либо понимаем, что обстоятельства в нашей жизни присутствуют, когда и баланс нам нужен, но и вроде бы мы идем все равно вперед, потому что тут преувеличение благополучия, преувеличение возможностей или смена места жительства у кого-то действительно вопросы дома. Надо подойти к решению вопросов семейных, личных, взаимоотношений, дома, ну где-то и финансов. Очень как-то так и продумано,
и гибко, я бы сказала, потому что император перекликается. Мы ведь можем отчасти подзастрять. Четверка пентаклей нам говорит, потому что ослабьте какой-то контроль, не давите авторитетом, но при этом продолжайте незаметно контролировать. Хочется сказать, будьте серым кардиналом, но не давите своим авторитетом. Ну и на себя, наверное, в первую очередь, что вот я должен выполнить вот это. Где-то расслабиться нужно. Дом– это наше убежище. Мы домой приносим все свои мысли, как и хорошие, так и не очень. Правда, дом нас всегда принимает. Вот, может быть, у кого-то изменить порядок в доме, что-то выбросить, то, что вот уже не нужно, или как бы э, открыть окна и вот этот свежий ветер, да, впустить, буквально поменять вот сам воздух, а у кого-то перестановку, может быть и так. И вам тогда, вам помогает вот эти вот все проведенные действия хотя бы тем, что мы меняем пространство, а оно меняет нас. Дом– это как ваше место безопасности, поэтому тут тоже нужно подходить вопросом, может быть, кого вы впускаете буквально в свое жилище более внимательно, ну или кому вы доверяете тоже. Но не ограничивать себя– это факт. Вот так вот сложно, балансировать придется, правда. Что ждет в работе? Деньги. Мы можем подзастрять по девятке пентаклей, потому что мы действительно ничего не хотим менять. Мы, наоборот, больше настроены на то, чтобы ну, где-то сохранять. Может быть, где-то и карта говорит, да, будь внимателен к финансам. Тут мы остаемся с чем-то довольным, это факт. Но девятка, опять же, девятка кубков и девятка пентаклей, да, у вас выпадает. Что-то будет меняться. Что ждет в работе? Ситуация выбора. И выбор нужно делать душой и сердцем. Посмотрите, туз кубков. Выбор какой-то явно вам придется делать, мои дорогие девы. И обратите внимание, ведьмочка бросает дротики. И делает она это с завязанными глазами. Вот то решение, когда слушать сердце, подсказки, подсознания, интуиции вашей мудрой души. И тут вопрос не в просчете, мои дорогие. И, кстати, у кого-то по работе, вот смотрите, ситуация, что сердце просит одного, а вот как бы по пентаклям или по деньгам тут как-то и стабильно и там, и там. Но, может быть, в некоторых моментах это вот что-то не вписывается. Или пока еще не складывается в один красивый узор. Вы можете думать, что или-или, а тут не или-или. Тут явно нужно вам что-то соединять. Хотя, что это вообще? Вы знаете, тут придется какой-то новый метод в работе испробовать, это точно. Мы ищем выход, и мы его находим по восьмерке кубков. Карта будет говорить, что вам именно придется объединить, может быть, род ваших занятий, чем вам нравится заниматься, и какую-то новую сложившуюся реальность. Раскрыть свои таланты, но несколько иначе, нежели бы вы об этом думали. Может быть, и договариваться придется с такими сложными людьми. Кстати, я это тоже не исключаю. Но вам ведь это помогает. Вам помогает, ну, совершенно другую какую-то для себя как ступень жизни открыть. Или выражение своих собственных талантов, своих возможностей. Да, это не будет где-то просто, потому что этот выбор, да, двойка мечей и восьмерка кубков– это именно ситуация выбора. Наступает время делать этот выбор. Но это все идет к радости. Тут, правда, что-то для вас может сложиться очень хорошо, но это потребует от вас что-то передумать, переиграть, перестроить или себя самого, может быть, себя саму, ну или принять сложившиеся обстоятельства и действовать как-то по-другому. Но я могу сказать, что вы будете видеть сразу плоды труда своего. Карта радости, карта хорошего настроения, рыцарь кубков. Поэтому тут есть явно или продвижение, или возможность просто самим по себе как бы совершить важную беседу, важную встречу, которая вам принесет много добрых положительных эмоций и перспектив. Деньги. Но тут вы сами. В некоторых колодах, правда, так и прописано. Аркан мага– это Меркурий обычно в одном углу, в верхнем левом, а в правом либо близнецы, либо вы, мои дорогие девы. Вот вы маг и волшебник. Здесь какие-то вопросы, несмотря на то, что
Много пентаклевых карт у вас выпало. Но и еще буквально началось у нас шестерка пентаклей. Но все-таки маг великий практик. Да, по этой карте есть деньги всегда. Но не деньги важны, а именно договоренности, правильное взаимодействие. У вас сейчас есть стихия в руках, но наступает время, что деньги к вам приходят от того, как вы сумеете договориться. Вот правда. Или сумеете быть понятым, или выйти из какой-то скользкой, ненужной вам ситуации. Может быть и так, я тоже допускаю, потому что по магу может быть да вообще все что угодно. Но какой бы ни был сложности вопрос, для вас нет ничего невозможного, мои дорогие любимые девы. Даже не буду доставать дополнительную карту. У вас сильная позиция. Тут какой бы вы вариант ни загадали, тут правда для вас полный прогресс. А что будет дальше? Мир. Очень емкая карта. И посмотрите, сам ангел словно обнимает мир. У кого-то ваша миссия, тут какие-то итоги. Тут вы именно раскрываете не только свои таланты, а для кого-то из вас это рост вашей популярности. Правда. По этой карте это новые возможности. Это сбывается ваша мечта. Для кого-то может быть поездка временная, да, к которой вы готовитесь, а для кого-то из вас переезд очень далеко. Может быть, даже с семьей. Вообще, это карта праздника, мои дорогие. Договоренностей, реализации собственных планов. Вот что будет дальше. Нечего добавить. И карта совет. У вас есть человек, который вас очень любит или болеет за вас всей душой. Может быть, это и вы любите этого человека. По этой карте это тот, который готов делиться. Это тот, который, знаете, действительно не на материализме встроены отношения или построены. Для тех, кто один или одна, тут надо все-таки сделать первые шаги и выйти из своего одиночества, правда? Переиграть, может быть, себя видоизменить. И если есть, присутствуют такие страхи, потому что прежде что-то не сложилось, ну тогда быть просто внимательным. Нам не говорят о безграничном доверии всем подряд. Ну, вы мудрые люди. Поэтому, ну, как будто вы знаете, как в той поговорке. Если хочешь идти быстро, иди один. А если хочешь идти далеко, тогда иди с кем-нибудь. Вот это, видимо, для вас, мои дорогие, как совет. Потому что надежные люди для вас будут очень важны. Как и в личной жизни, так и, может быть, в вопросах финансов или в ваших планах. И ведь и правда, согласитесь, когда двое умеют смотреть в одном направлении, пусть это совершенно разные люди, но жизнь играет совершенно другими красками, чего я вам искренне желаю. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео и пишете мне искренние душевные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации. Все ссылки на мой сайт я оставлю в описании под видео, а также телеграм-канал. Подписывайтесь, буду вам искренне рада. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.